Привет! Наконец-то после болезни, 11 дней болел, смог найти время, чтобы сделать распаковки посылок, которые я уже получаю активно после распродажи на китайском сайте AliExpress. И сегодня, как вы увидели из названия, это распаковка планшета, бренд которого для меня незнакомый. Headwolf WPad 3. WPad 3 это модель, а вот сам бренд это Headwolf, такое хищное название, голова волка. И в логотипе есть, вот присутствует, если вы обратите внимание, и у нас именно эта модель. Цена на момент распаковки $138, на распродаже он стоил 105 со всеми там купонами, все что только возможно от магазина. И у нас комплектация вместе с чехлом и стеклом. Таможню данный планшет прошел быстро, пришел в огромном большом пакете. Внутри слышно какие-то звуки посторонние от ударов. Подозреваю, что речь идет именно о блоке питания, точнее зарядном устройстве. Упакован великолепно. Ага, здесь еще вот скотч, ну, конкретно запаковали, без всяких претензий. Это у нас только первый этап. Вскрываем, извлекаем. Тут у нас еще одна посылка запакована. То есть, видимо, так запаковали на складе, а потом уже на логистическом каком-то отделе все доупаковывали. Вижу, что и сам планшет запакован в пленку. Ну, смотрится солидно. Headwolf WPad 3. Действительно, это модель. И в комплекте фирменный чехол. Вот он. Тоже от этого же бренда. Сразу давайте посмотрим его. Так. Отлично. Чехол с силиконовой основой. Достаем. Стекло, чтобы не повредить. Где оно? Где стекло? Думаю, что оно внутри планшета. Здесь только сам чехол. Чехол классный. И здорово, что внутренняя его часть, ребята, не из ткани. Он весь как будто из резины. И силикон внутри матовый. Ну, здорово. Здорово. Все разъемы, все совпадает. Давайте раскроем теперь сам планшет. Вскрываем. Коробка увесистая, грамм 800 весит. Ну, думаю, что это связано с тем, что сама она по себе плотная. Плюс, помимо всего прочего, и полкило, наверное, сам планшетик. Кажется, стекла здесь нет, ребята. Тут только пленка. В моем случае только пленка. Да, это пленка. Мы ее, конечно же, снимем. Просто логотип с брендом. В комплекте у нас, помимо самого, конечно же, планшета, впервые вижу такую огромную инструкцию. Я скажу, что здесь детально для новичка все расписано, как выбрать язык, настроить новичку поможет. Здесь видно скрепка. Далее тут пусто. Ничего нет. Открываем здесь. Здесь блок питания. Точнее, кабель для зарядки, а блок питания был вот под этой коробочкой. Блок питания смотрим, он с обычным USB на 10 Вт, 5 вольт, 2 ампера. И кабель USB на USB Type-C. Если посмотреть быстро на его параметры, то диагональ экрана 10,1 дюйм, HD IPS, MTK 8183. Вон тут он набирает 210 в среднем баллов, 6 оперативки, 128 встроенных, 7700 аккумулятор, 8 передний, 16 задний модуль для съемки и 12 Android. Сразу бросилось в глаза, открыв лоток с сим-картой, что у него он здесь визуально будто бы для одной сим-карты или же одной карты памяти. Есть место вот пустое, куда можно установить было бы сим-карту, но я не увидел в характеристиках, что он поддерживает сим-карту, поэтому в полном обзоре, выяснив все, с вами поделюсь. Поэтому не забудьте подписаться. Теперь смотрим его внешний вид. Если обратить внимание на то, что он весь из металла, то скажу, что вам не просто так бросается в глаза, что здесь другой оттенок. Это у нас все из пластика. Эта часть металлическая, рамки тоже из металла. Здесь гнездо USB Type-C.
микрофон, кнопка для сброса внутренняя, качелька громкости и кнопка питания. Все на одной стороне. В принципе, для бюджетников это нормально. Есть разъем для наушников 3,5. Больше ничего нет, кроме как 2 динамиков, которые находятся снизу. Ну как снизу? Если планшетом пользоваться вот так, в горизонтальном состоянии, то здесь находятся динамики. Отверстий там достаточно много. Отличается от дизайна уже своей полоской и количеством отверстий, плюс расположением все с одной стороны. И, конечно, здесь есть передний модуль камеры на 8 мегапикселей. Касательно заднего модуля, здесь об этом заявлено, что на 16 мегапикселей. Ну, он такой, скажем так, дешевенький на вид. Есть даже вспышка. И вот дополнительно значок, чтобы мы не перепутали, что это камера. Ну, решили в таком стиле сделать. Совершаем первое включение. Зажимаю и держу. Засветился. Ну и постараюсь аккуратно снять наклейку. У меня это получилось. Снимаем. Вот так. Планшет заряжен на 73%, пришел, и уже прилетело обновление. Его вес составляет всего почти 6 мегабайт. Загружаем, и пока оно грузится, могу поделиться, что установил здесь максимальный шрифт уже. И ну, пока все примитивно просто. Ничего лишнего нет. Заметил, что есть Kids Space, этот режим для детей, где уже предустановлено от компании Google по системе всей безопасности для детей. Все проверено там, ну, будем надеяться, да. Но все же родителям не стоит пренебрегать и надеяться на кого-то, лучше самим перепроверить, чтобы дети могли безопасно серфить в интернете, использовать его для игр, так сказать. Есть FM-радио, минимум каких-то лишних приложений. Запустил камеру, камера немного отличается по меню, но уже все в полном обзоре, поделюсь. Конечно же, сейчас устанавливаю программу AnTuTu Benchmark и буду тестировать аккумулятор. Сколько он продержится в YouTube от 100 до 0%. Если около 8 часов, то это будет уже очень здорово. Перед тем, как закончить нашу распаковку, хочу еще проверить, реагирует ли он на отключение при открывании или закрытии. К сожалению, нет, никак не реагирует, но думаю, что главное, что уже в комплекте все есть, причем фирменное, не надо ничего нигде искать. Все расскажу в полноценном обзоре. Я рад был с вами поделиться и показать его внешний вид. На улице солнечная погода, наконец-то наступила весна. Ставьте лайк за труды, до встречи в новых видеопроектах. Подпишитесь, чтобы не пропустить полноценный обзор, и смотрите новости в телеграм-канале. Ссылка есть в описании и в закрепленном комментарии. Новости с канала и какие гаджеты получаю, и вы первыми там будете об этом узнавать. Пока.